Мне очень нравится все красивое. Я люблю эстетичные вещи, я люблю наблюдать красоту повсюду. И в доме, и на улицах, и в отелях, в ресторанах. Я люблю, чтобы все было гармонично. Есть некие законы, которые позволяют понять, что красиво, а что нет. Это и законы симметрии, законы композиции, законы сочетания цветов. Все это придумано уже до нас, природой. И задача Творца — сделать что-то интересное, сделать что-то красивое самостоятельно уже. Это очень интересный момент, акт творчества, который очень вдохновляет. Мы сейчас находимся на одном из моих самых первых объектов. Это классический дом 1500 метров, где я выступал в качестве дизайнера. Меня зовут Станислав Орехов, мы занимаемся в нашей студии дизайном, визуализацией, и также я обучаю в школе дизайна. Клиенты совершенно разнообразные, есть и частные заказчики, которым нужно сделать небольшую квартиру, около 50-100 метров, есть огромные дома на 1500 метров, есть большие инвестиционные проекты. Все это требует хорошей, красивой визуализации, и все это требует хорошего, красивого дизайна, архитектуры, концепции, идеи. С ростом количества заказов требуется и дополнительная рабочая сила. Соответственно, чтобы были люди, которые приходили в нашу студию и работали по нашим правилам, мы создали школу обучения дизайну и визуализацию этой технологии так, чтобы практически любой, либо выпускник вуза, либо любой человек, который хочет научиться дизайну или визуализации, смог обладать этой технологией. Меня часто спрашивают, как выйти на достаточно серьезные объекты, чтобы не делать только однокомнатные квартиры. Но с самого начала моей карьеры, когда я начал работать, я, как и говорил, я делал визуализацию. Я делал визуализацию сразу же красивых объектов, красивых архитектурно и по-дизайнерски. То есть мне удавалось работать с качественными архитекторами. И, соответственно, все мои визуализации тоже содержали те проекты, с которыми мне бы в дальнейшем хотелось работать. Одна из основных ошибок – это для начинающего дизайнера, когда он делает квартиру, когда научился дизайну, либо себе, либо своим друзьям, либо знакомым. Ну и, как правило, это весьма недорогие объекты или даже бывает вообще одна комната. И чаще всего к нему обращаются за подобными объектами, и шаг за шагом он нарабатывает свое портфолио не из того, что он хотел делать в дальнейшем, а из того, что к нему приходит. И так по сарафанному радио он идет от объекта к объекту и по сути попадает в некий замкнутый круг. А можно поступить иначе. То есть если у вас сейчас с самого начала нет объекта либо проектов, то можно выбрать любую планировку, любой дом на сайте риэлторов и сделать, как бы вы бы хотели. Показать миру свой стиль, свои идеи, свои знания, описать потом все это и сделать из этого интересный рассказ. Этот рассказ даже в визуализации, если она будет сделана достаточно качественно, он будет пользоваться популярностью, он будет пользоваться успехом. Мы находимся в очень интересном, уютном, современном доме, одном из проектов нашей студии. Это левое крыло здания, зона кухни, зона столовой, и разделена она камином. Это любимая комната хозяина дома. Холл второго этажа, лестница вниз, и здесь стоит отметить очень интересную деталь – симуляцию второго света. Если вы хотите работать с подобными объектами, то можно начать с визуализации. Найдите планировки и попробуйте выполнить собственный дизайн. Разместите его в портфолио, на сайтах, в журналах, куда получится. И есть возможность, что клиент с подобными проектами уже придут на ваш дизайн и закажут либо визуализацию, либо, может быть, полностью разработку всего проекта. Это летняя кухня, еще один объект на обширной территории этого дома, и здесь мы оформляли вот этот замечательный фронтон. Когда
Когда я создавал компанию, уже именно как компанию, у меня, конечно же, как и у многих, вставал вопрос, как ее назвать. Можно придумать какое-то имя, но я пошел по пути уже имеющегося имени, то есть себя лично, и поставил его во главу угла. То есть, соответственно, стал развивать некий личный бренд, в котором будет заключаться абсолютно все, что меня интересует. Это и визуализация, и анимация, и презентационные материалы, и покупка земли, и продажа проектов, продажа 3D-моделей, обучение в школе дизайна, самого дизайна. Все вот это вместе связанное объединяется моим интересом и, соответственно, неким стандартом качества, который я задаю и который я требую. То есть я весьма требователен к себе, очень требователен к нашим сотрудникам, к нашим подрядчикам. И чтобы я никогда этого не забывал, я всегда ставлю свое имя под тем, что мы делаем. Мы разработали такую систему, в которой по техническому заданию мы узнаем практически все, что необходимо. Это опросник примерно на 3 или 4 часа, там около 300 вопросов, с картинками, с комментариями, с пояснениями. И мы очень детально прорабатываем эти вещи с нашим клиентом. Плюс, когда с клиентом мы работаем, с ним работает самый опытный сотрудник студии, то есть это арт-директор. Именно он показывает, не только собирает то, что хочет клиент сделать на своем объекте, но и показывает, какие варианты могут быть. Сразу же, прямо на месте, обсуждая те или иные детали, он обучает клиента, он расширяет его возможности, его, может быть, сознание, его знания о материалах, вообще о дизайне как таковом. И в этом диалоге как раз-таки мы не просто говорим, вот что клиент хочет, и хорошо, вы это хотели, мы это сделаем. Нет, мы раздвигаем его горизонты, и после этого делаем удивительные планировки, те, о которых он даже сам не мечтал или не ожидал. Мы в условиях, как правило, ограниченного бюджета делаем так, чтобы объект недвижимости выглядел на $1 000 000, а при этом было истрачено весьма незначительные суммы. Работа в нашей студии происходит всегда поэтапно, то есть мы разделили весь процесс проектирования на несколько этапов, которые идут последовательно. Сначала, когда клиент выбирает нас и записывается на консультацию, мы с удовольствием встречаем его в нашем офисе, рассказываем о том, что мы делаем, как мы делаем, в какой последовательности, смотрим на проект клиента, даем коммерческое предложение, рассказываем, что проект будет вестись арт-директором, то есть главным специалистом в студии, что у нас есть помощники, визуализаторы, чертежники, которые работают под нашим началом. Когда проект уже полностью готов, во-первых, клиент получает визуализацию, то есть очень качественные фотореалистичные изображения, в которых клиент может посмотреть буквально каждую комнату именно такой, как она будет, когда будет проект реализован. Клиент получает подбор мебели и материалов и дальше может либо самостоятельно заниматься закупками, либо попросить нас выполнить реализацию этого проекта. И клиент получает, конечно же, рабочие чертежи, по которым можно произвести мини-тендер среди строителей. Клиент может все это делать отдельно, абсолютно никакого навязывания дополнительных услуг нет, а многие, не хотя заниматься стройкой, доверяют нам полностью реализацию под ключ. Задача начинающего дизайнера либо студии, да даже и профессионала, это выбрать свои категории клиентов, с кем вы будете работать. Потому что работа с эконом-классом существенно отличается от премиум-сегмента. В эконом-классе основное клиенту это сколько будет стоить, и какими-то функциональными особенностями и красотой он может даже и пожертвовать в угоду стоимости. Если касается бизнес-класса, это в основном проекты 100-150 метров, таунхаусы, объекты загородной недвижимости, не очень дорогие, но вполне уже хорошего уровня и по отделке, и по наполнению, и по внутренностям.
по материалам, по мебели. В этом случае клиенту, как правило, важнее всего, конечно же, соотношение цена и качество. И премиум, как правило, это все индивидуально. Это люди с очень большим внутренним опытом, у которых даже можно очень многому поучиться. Им нужно четко, конкретно, по делу, личное участие. Они не очень любят находиться в каких-то рамках. Я бы рекомендовал сосредоточиться на бизнес-классе. Это самый лучший клиент, потому что он готов работать по вашим правилам, по договору. Он уже достаточно обеспечен, чтобы иметь возможность приобрести хорошие мебель и материалы. И ваша задача сделать просто, красиво, аккуратно, функционально и с пожеланиями для клиента. Если с этой задачей справиться, то успех обеспечен. Это центральная зона, которая встречает гостей. Здесь будет парадная лестница, которая ведет налево и направо в соответствующие зоны. На полу будет мрамор, лестница ковка и такой вот интересный потолок из гипса, с которого будет свисать люстра. Заходим за лестницу, и здесь мы попадаем в гостиную зону. С правой части камин, слева зона столовой и центральная зона гостиной, в которой будет полукруглый диван и замечательный вид на фонтан, на водопад и на пруд с рыбами. Делать все лучше всех достаточно тяжело, поэтому я бы советовал выбрать какое-то одно направление, которое нравится очень сильно вам, и его развивать. Это может быть все, что угодно. Кто такой эксперт? Это человек, который разбирается в чем-то лучше других. То есть, по сути, это номер один в какой-то области. И почему выгодно быть экспертом, ну, например, в дизайне? Выгодно, как и в любой другой сфере, потому что клиенты будут приходить к нам, именно к нам. У нас будет стоимость такая, какая для нас правильная и выгодная. У эксперта заказывают, особенно не торгуясь, экспертному мнению доверяют, а не говорят то, что делать. С экспертом советуются. У экспертов всегда хорошие проекты, очень интересные заказы. Со стороны дизайнера кажется, если он понял законы дизайна, то он может без каких-то проблем сделать и дизайн однокомнатной квартиры, и большого особняка, и офиса, и ресторана, все что угодно. Но для клиента это выглядит немножко по-другому. Для клиента выгоднее, проще и удобнее ассоциировать специалиста с чем-то именно, с тем, что важно именно этому клиенту. И дизайнеров можно понять, они хотят рассказать миру, что они могут делать и то, и то, и то, и разные работы в портфолио у них есть. Но на самом деле продвигаться правильнее, эффективнее, экспертнее со стороны клиента. То есть выбрать определенный тип клиентов и рассказывать, что мы можем делать именно для этого типа. Конечно же, при этом отсекутся остальные, но те, которые привлекутся, которым важно, чтобы вы разработали им проект именно в этом стиле для именно этого объекта, либо похожих объектах, то они обратятся именно к вам. И самое главное, что так на самом деле и проще даже рекламироваться, потому что в случае, когда дизайнер делает все подряд, ему приходится конкурировать и рекламироваться абсолютно со всеми дизайнерами вместе, он попадает в общую кучу. В случае, если у него есть некая фишка, некая особенность, он попадает в раздел избранных, и он может уже про эту фишку, про эту услугу, либо про эту систему рассказывать и журналистам, и в блоге своем, и на конференциях, и в выступлениях, и видео делать по этим темам. Ну вот, например, дизайн однокомнатных квартир, то есть человек, который делает только однокомнатные квартиры. Есть такая студия, которая специализируется на этом. Дизайн в стиле лофт может специализироваться по стилю и работать с любыми объектами, но именно в этом стиле. У нас это система некая, то есть мы придумали и воплотили систему, в которой клиент получает от начала до конца полностью законченный продукт, то есть дизайн под ключ с реализацией и еще в определенном стиле.
когда мы в чем-то интересны, в чем-то специализируемся, доносим какую-то пользу миру, то нас читают и смотрят люди, которым это в целом интересно, но они не являются нашими клиентами. Они не знают, какой у нас уровень сервиса, не знают, какой у нас уровень услуг, но когда их знакомые вдруг спросят о том, что не знаешь ли ты человека, который разбирается в этой теме, даже несмотря на то, что эти люди, которых, конечно же, больше, чем клиентов по сарафанному радио, они вспомнят именно о вас, потому что в голове у них отложится, что вы эксперт именно в этой теме. Понимаю, что здесь придется научить. То есть у вас сейчас дело тоже хорошо? Мы очень много даем разных советов, рекомендаций, как делать правильно, как делать неправильно, какие клиенты есть, как с ними общаться и многое другое, конечно же. Возникает вопрос, откуда мы это все знаем? И ответ достаточно простой: для того, чтобы были эти знания, для того, чтобы иметь возможность делиться с людьми, с миром, а это мы считаем как бы нашей основной целью и задачей, для того, чтобы получить эти знания, мы работаем и получаем их на практике. Потому что обучение – это одно, но на самом деле самые важные знания приходят именно на практике. Да, мы совершаем огромное количество ошибок, совершали их раньше, и эти ошибки легли в основу того, как делать не нужно. Также мы через чащу пробивались и пробились к практически, я считаю, идеальной студии, которая работает по дизайну и которая удовлетворяет и заказчика, и исполнителя. То есть мы сделали так, чтобы было удобно и тем, и другим. Все эти навыки, все эти знания мы фильтруем через себя и делаем из них курсы, наши обучающие программы. Через эти курсы мы проводим большое количество дизайнеров, визуализаторов и просто людей, которым интересно. Они, конечно же, обучаются, дальше работают и находят некие, может быть, несоответствия, задают правильные вопросы, задают некий тон, советы дают тоже сами. Мы это все объединяем, соединяем и своей миссией видим в создании именно такого информационного поля, по которому каждый, либо начинающий, либо профессиональный дизайнер, мог научиться работать правильно и работать эффективно. И именно из практики, только из практики можно добиться этих вещей. Более того, мы знаем ответы как из вашей ситуации, то есть используя некие ограниченные ресурсы, какой ответ будет правильный именно вам. И они могут быть диаметрально противоположными. Когда мы обучаем созданию студии, то кто-то хочет большую команду, интересные проекты и находиться постоянно в офисе. Это одна цель. Совсем другая цель – это работать одному, максимум вдвоем, иметь высокую экспертность, иметь одного-два клиента и работать только с ними. И иметь возможность находиться, допустим, по всему миру. У меня есть опыт и работы в студии, и работы удаленно в течение 2 месяцев из любой страны. Много путешествовал и специально путешествовал для того, чтобы все это тестировать. Для того, чтобы все это объединить в обучение, в системное, последовательное. Каждый курс там не случайен. Я считаю, что дизайн жизни, стиль жизни тоже крайне важен. Только мы ответственны за то, что с нами происходит, и мы можем это изменить. Соответственно, здесь, как и в любой дизайнерской задаче, можно использовать техническое задание, то есть что нам хочется, что мы сами понимаем, что мы сами хотим. Для этого, конечно, я бы рекомендовал, и сам я делаю именно так, я пробую все, что вообще есть, все, что мне потенциально нравится. Это и путешествия, и различные активные виды отдыха, и различные хобби. То есть хочется попробовать по максимуму, конечно. В путешествиях я стараюсь исследовать мир, это тоже является моим хобби. И когда я смотрю на какие-то вещи, на какие-то элементы, я вижу совсем не то, что видят многие другие. Даже не то, что видел я сам, находясь в этом же месте 3 года назад. Все потому, что накопленный опыт, накопленные знания, накопленные системы ценностей позволяют смотреть на предметы, на элементы, которые присутствуют повсюду, и замечать детали, которых ты просто не видел раньше.
Поездив везде, я понял, что в России мне наиболее плодотворно работается. Соответственно, здесь у нас основной и дом, и офис, и клиенты, все остальное. Но не попав в эти ситуации, я бы, конечно же, думал, что где-то за границей лучше. Теперь я точно знаю ответы. Поэтому я стараюсь пробовать по максимуму то, что мне хочется. И из этого максимума потом выбираю то, что мне именно понравилось. И это уже развиваю вглубь. То есть стараюсь так, чтобы проектирование жизни, дизайн жизни, он был тоже последовательным и шел от технического задания через эскизный проект, в данном случае проба, к уже рабочей документации, к тому, как это останется с тем, с чем я буду жить. Для того, чтобы достичь какого-то результата, есть несколько вещей, которые являются критически важными. Первое – это понять, какой результат тебе нужен. Это не всегда просто и совсем даже не просто, потому что, когда я был 20-летним, я совсем даже не представлял, что мне может понравиться, а что мне не понравится. То есть мир представлялся совершенно другим. То есть это понимание приходит с опытом, приходит с возрастом, и ничего страшного. То есть цели в процессе могут меняться. Я бы очень рекомендовал, выбрав направление, выбрав то, что вам нравится, хобби, развивать эту тему. И развивать, а потом, когда получится уже добиваться каких-то хороших результатов, посмотреть, как это уже можно монетизировать. И, скорее всего, это можно будет сделать, подкрутив немножечко, а может быть, подачу, либо, может быть, направление. Но очень важно получить опыт и именно работать. Работать, 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 не отвлекаясь на что-то другое, добиваться неких результатов. Итак, шаг за шагом мы через этот увлекательный процесс проходим самостоятельно и проводим себя и всю нашу команду, которая, конечно же, у нас будет. Команда будет состоять из людей, которые тоже разделяют наши ценности, которая тоже увлечена процессом. Это всегда лучше, всегда интереснее, чем двигаться одному. Но это возможно, это достижимо только в том случае, если вы очень сильно горите своей мечтой и день за днем двигаетесь к ее воплощению, не отвлекаясь на какие-то новые проекты, не метаясь из стороны в сторону и не хватаясь либо за любую работу, либо за другие направления. То есть выбрать что-то ключевое, концептуально, что вас устраивает, и двигаться по этому направлению. А такое движение всегда ведет к победе. И я надеюсь, что у каждого, в том числе и у нас, будет такой путь, мы сможем его правильно начать и достойно завершить.